Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре китайская ЛТшка, топовая 10-го левела, проходная прокачиваемая ветка ВЗ-132-1. Да, вот такой вот танчик, советский, скажете, да, похож, но нет, китайский. Вот, и прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, пробей лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем обзор данного агрегата. И мы поглядим, давайте-ка, наше бронирование. А у нас вот броня в башне есть. Нет, давайте сходим посмотрим все-таки броню. Погнали. Итак, господа, коллижн модель, давайте приблизим. Во, наши ЛТшки китайский 10-го левела. Ну и давайте смотреть. Корпус картон полностью, что ВЛД, что на ЛД. Боковое бронирование 25, танкование от борта для нас закрыто. А вот башню мы с вами посмотрим внимательней. 200, 233, 280, здесь вообще 400, 500, 600, 700, лючки 135, 149. И вот в целом, да, сферическая башня, и у нас броня-то есть во всех вот этих щеках. Так что башня, да, стреляя в эту ЛТшечку, надо все-таки стараться целиться в корпус. Потому что попадете вот сюда, привет, не пробили. Представляете, да, стреляете по ЛТ и не пробили. Так что вот такое вот бронирование. Какая-то броня в башне, да есть, кстати говоря. Так, господа, с броней разобрались. Броня в башне присутствует. Давайте смотреть, что у нас там за пушка. Пушка, естественно, 10-го левела, 105 миллиметров. Альфа 390, нифига себе. 246 пробития на основном, 280 на голде. И как для ЛТ, это неплохие показатели. 10 зато почти 11 секунд заряжается ЛТшка наша, да. 0,42 точность, как на тяжелом танке. Хорошее время сведения, ДПМ 2200. Что можно в целом сказать про эту пушку? У нас хорошее пробитие и даже неплохая альфа, но пушка для этой альфы даже все равно достаточно долго заряжается. И в ПВП против ЛТ, если такое будет, а такое часто бывает на ЛТшках, да, встречаетесь в лоб и надо перестрелять, вам это будет сделать затруднительно. Особенно если встретитесь с какой-нибудь барабанной ЛТшкой, она успеет вас зафигачить за счет барабана. По полевой модернизации я еще не качал, но давайте с вами разбираться. Максимум так, к мощности двигателя. Открываем, смотрим. 65 вперед, почти 36 лошадей на тонну удельная мощность, поэтому лучше повысить максимальную скорость вперед. Здесь от времени заряжания все-таки я бы рекомендовал бы сделать настройку механизма заряжания. Здесь дополнить в пятом блоке дополнительная противоосколочная защита. Смотрим седьмой блок незаметности к обзору. Здесь бы я, наверное, даже ничего бы не вкачивал. В восьмом блоке, так, это хорошая вещь, надо пройти за растительностью. Здесь бы тоже ничего не вкачивал. Второй слот. Я бы взял на мобильность, когда вкачается полностью полевая модернизация, второй бы комплект оборудования, собрал бы вместо какого-либо вот из этого оборудования на турбине еще дополнительно. Какое именно? Ну, скорее всего, командирку бы убрал, наверное. Вот, по оборудованию командирка, просветленка, малошумка. По снарядам основной у нас подкалиберный, очень хорошо летит, 1200 метров в секунду. Кумулятивный снаряд достаточно медленный, 800 метров в секунду. Снаряжение, ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я доп. Паёк пихнул, потому что только что пересадил экипаж с 9-го левела на 10-й, переобучил за серебро, и у меня есть потери. Я эти потери всегда компенсирую доп. Пайком, безусловно. 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. Те по плюсу и минусу машины. Что касаемо пушки, все плохо. Почему плохо? Долго летит. Плохая скорость полета голды, первая, да. Отсутствует УВН и заряжается пушка очень долго. Для ЛТшки это, конечно, боль. Нам на ЛТ нужен ДПМ и все такое. Здесь этого нету. Что касаемо ХП. Вот здесь как раз все хорошо. 1500 и как для ЛТ 10 левела вполне себе даже сносно. По мобильности 65 вперед, 23 назад, почти 36 лошадей на тонну удельная мощность. По незаметности почти 38%.
По обзору у нас 460 метров, и у нас вот штраф минус 18. Так был бы 478, что очень даже неплохо. Вот обзор здесь, кстати, знатный. На мой взгляд, самое незаурядное ЛТ. Их очень мало в рендоме по понятным причинам. Вот сейчас именно эти причины мы с вами выясним. Пойдем покатаем, посмотрим, на что, собственно, это ЛТ способен. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас ВЗ-132-1, китайский ЛТ 10 левела, проходная прокачиваемая ветка. Попали к фулл десяткам. К фулл десяткам. Агрессивно будем играть. Очень много ЛТшек, невероятно много. Блин, боюсь, меня тут арта накрывать будет. Ну да. Ну так, конечно, не сильно, но царапает. Свелся. Говнюк. Да, да, да. Конечно. Все, наигрался. Нихера себе, грилек с центра мне шлепнул. Готов. По идее, я должен высвечивать. Вот он, да. Так, наш. Все отлично.
Отлично. Тут еще прога. Все. Зергут. За прогой надо ехать. Все, хорошо. Едем дальше. Арта. Все, спокойно. Едем дальше. Здрасте. Пробитие. Все, готово. Едем дальше. Ну, 2300 настреляли. Здрасте. В ангар? В ангар. Ты гля, где Е4 оказался. Мимо него уехали. Слушайте, ну сумма 4200 сойдет. Хорошая подвижность, в принципе-то. Что-то мне показалось, пушка на нем единственно долго заряжается. Ну, очень много ЛТшек своровали, а засвета было бы больше засвета. Но союзные ЛТшки утащили дофига. Тут даже говорить нечего. Не, ну гриль мне прижарил неплохо, гаденыш. Так. Мы даже на ЛТ зашли в топ-6 по урону. А что насветили? 1900. Сойдет, 4К есть. Можно и поесть. Конечно, могло бы быть больше. Обычная ЛТшка, на самом деле, не прям какая-то супер выдающаяся там. Нету вот у нее изюмины, как у Мантикоры по незаметности там, да. Какого-то ДПМа, как у французских барабанных танков там можно зафигачить. То есть это обычный легкий танк. Кстати, не такой уж он и маленький, но можно играть, но если задача насветить ЛБЗ выполнить и прочее, ну, есть гораздо более интересные машины. Так что ВЗ-132-1 это явно не имба. Выкачивать специально эту машину, ветку, и вот прям на нее потеть нет смысла, потому что, повторюсь, есть более интересные машины, на мой же, опять же, взгляд. Вот. Обычные ЛТ. Ребята, у кого есть в ангаре, пишите свои комментарии по поводу этой тачки. Нравится, не нравится, вот. А какое вы на ней используете, оборот, может, на турбине гоняете. Вот. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Ну а я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.